Шокирующее событие произошло сегодня утром в Израиле, в городе Хайфа. Около своего особняка были арестованы российский миллиардер Михаил Прохоров и известный пародист Максим Галкин. Михаилу Прохорову выдвинуты обвинения о взятках должностным лицам с целью продвижения в Израиле концертов Максима Галкина. У Галкина все гораздо сложнее. Вчера появились новые обстоятельства в деле о смерти израильского бизнесмена и топ-модели Арака Майяма. Еще несколько недель назад российский пародист был задержан израильской полицией как единственный подозреваемый в деле о скандальной смерти израильского врача, бизнесмена, топ-модели Арака Майяма. Однако спустя месяц Максим был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием прямых доказательств. Однако событие, которое произошло 2 дня назад, в корне меняет все показания Максима Галкина. Еще 10 мая в результате сердечного приступа ушел из жизни отец Арака Майяма. Мужчина не пережил смерть единственного сына. Однако за несколько дней до смерти отца Арака Майяма в доме была обнаружена записка, которую оставил израильский бизнесмен за несколько дней до своей трагической гибели. Стал известен и текст последней записи Арака Майяма. Израильский бизнесмен сообщает, что в последнее время он получает угрозы от звезд российского шоу-бизнеса, живущих в Израиле. Также Арак Майям сообщает, что ему пытаются навязать невыгодные для него контрактные концерты российских звезд на земле обетованной. Конкретные фамилии и имена в записке указаны не были, однако у израильской полиции появились все основания вновь арестовать Максима Галкина до выяснения обстоятельств. Напомним, что еще 1,5 месяца назад израильский бизнесмен Арак Майям трагически ушел из жизни, купаясь в Средиземном море. Последний человек, который тесно общался с Араком Майямом перед гибелью, был Максим Галкин. Также израильская полиция сообщает, что у них может появиться много вопросов к Михаилу Прохорову, который заплатил колоссальные откупные за выкуп Максима Галкина из тюрьмы. На данный момент Прохоров и Галкин находятся в полицейском участке города Хайфа. Мера пресечения для известных личностей пока не установлена.